Приветствую всех на моем канале, подписывайтесь, кто еще не подписан, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео. Смотрите, какая большая, огромная орхидея. Это орхидея Леодора. Вот видите, прям такой слоненок, огромный слоненок на подоконнике. И сейчас эта орхидея одновременно стала расти два цветоноса. Но самое интересное, что при этом вы видите, что у орхидеи вот есть третий цветонос, наверху которого у меня детка, я вам ее показывала, эту детку, что она никак не хотела наращивать корни, вот рос цветонос и не цвел, ничего здесь не было, а сразу окончился вот этой деткой. Уже сейчас 4, достаточно больших листа у этой детки, и вот такую тепличку мы делали вместе с вами, ссылочку на видео, где я показывала, как сделать такую тепличку для орхидеи, чтобы нарастить корни, оставлю в описании под этим видео. И вот смотрите, я вам показывала, вот корешок уже есть у орхидейки, и вот. И так как вот этот корень уже достал дна, видите, корни просто уже негде расти, он сейчас пойдет по кругу, то сегодня я эту конструкцию усовершенствую, модернизирую. Что касается полива, я вам рассказывала, что как только у орхидейки появляются вот таких цветоносики, 1, 2, без разницы, надо сразу же в этот момент пролить орхидею препаратом монофосфат калия или монокалий фосфат. В чем смысл? Калий именно идет для цветения орхидеи. И тогда вот эти цветоносы, пока растут, будут более крепкими и закладывают большее количество бутонов, а само цветение будет пышное. Вот я вам показывала много раз свои орхидеи, видите, они постоянно у меня вот доращивают бутоны, доращивают и доращивают постоянно. Вот эта желтая орхидейка, она уже в свое время вот отцвела, раз, два, три, а это новое цветение наросло на старом цветоносе, потому что их поливаю по схеме 3 раза обязательно вот этим препаратом калия. То же самое с этой орхидеей, она доращивала цветоносы. Здесь у меня дикий кот, вот, и вот смотрите, здесь просто надо считать, сколько здесь 2 цветоноса. Кроме того, вот видите, цветонос, он сразу дает боковой побег. Вот сколько заложено уже бутонов. У этой орхидеи ожидается очень-очень пышное цветение. Вот это вот все, что я вам показывала. И каждый полив этой орхидеи калием также я вам показывала. И поэтому, так у этой Леодорки только что появились вот буквально недавно этих 2 цветоносика, обязательно надо полить калием. Кроме того, препарат идет монокалий фосфат, то есть туда входит фосфор, который замечательно именно для роста корней. То, что и надо вот для этой детки, потому что на эту большую листву, сколько тут, 4 листа, вот этих 2 корней недостаточно. Поэтому замечательно сейчас именно пролить ее этим препаратом. Вот такой препарат я буду применять, как всегда говорю, аналоги, просто ищите препарат, в составе которого есть калий. Вот видите, калий 33%, фосфор идет 50%. Не обязательно этого производителя, любого производителя препарат, фосфор плюс калий. Дозировка идет 1 грамм на 1 литр прокипяченной водички, теплой достаточно такой вот беру и перемешиваем. Препарат растворяется, надо на это время, примерно минутку вот так помешать, чтобы он растворился. Особенно лейка, видите, непрозрачная, не всегда это видно. Так, проливаю, стараюсь лить воду только по краю горшка, таким образом. И заполню весь этот вазон где-то наполовину или 2/3. Видите, внизу вот горшочек, он там наполняется водой. Точнее, вот этим раствором калия. Все, этого достаточно. Видите, насколько я заполнила, получается на 2/3 этот горшок заполнен этим раствором. Обратите внимание, что эта орхидея, видите, здесь достаточно желтый ствол, потому что орхидея стояла на южном окне и начала гореть, поэтому я ее сейчас убрала сюда на западное окно, хотя вот видите, у нас 6 вечера, у меня окна полностью закрыты, потому что очень жарко, вот светит солнце, видно. Сейчас я вам покажу термометр, у меня там стоит, сколько у меня на подоконнике, 29,7 градусов, то есть 30 градусов у меня на подоконнике, при этом влажность только 19 градусов, смотрите. Видите, 30 градусов и влажность 19. Очень сухой воздух и в то же время очень-очень жарко. Уже буду убирать вот этот плед, который закрывал от сквозняка мои орхидеи обязательно. Но это поможет буквально на пару градусов. Все равно, видите, на окне 30 градусов. Низкая влажность и все время светит солнце. Поэтому вижу, что немножко сказывается это на тургоре моих орхидей. Большое спасибо всем моим подписчикам, зрителям, которые всегда пишут комментарии под видео. Пишут свои истории, свой опыт и свои советы. Мне советовали, как прикрыть
окна от палящего солнца, чтобы мои орхидейки не горели. Очень люблю, когда вы делитесь своими историями. Пишите, пожалуйста, обязательно читаю. Как вы знаете, я всегда стараюсь ответить. И вот пока орхидея будет стоять в этом растворе, минут 15 точно постоит, давайте займемся вот этой тепличкой. Надо ее усовершенствовать. Я вам показывала, что у меня немножко раствора в лейке осталось, и я набрала в шприц. С какой целью? Надо вот этот мох, который здесь есть, сейчас смочить, потому что сухой мох и корни могут поломаться и быть много микротрещин. Мы сейчас будем работать с этими корнями, поэтому вот таким образом сейчас раствором смочу мох. Он моментально, буквально тут минуткой он размокает, корни тоже увлажняются. Так. И можно уже будет все это показывать. И смотрите, я вам показывала, что вот этот корешок, видите, он дорос уже до дна, и дальше ему некуда расти. Поэтому я хочу сейчас вот это дно полностью вырезать. Можно, конечно, вообще снять вот эту конструкцию, но все-таки хочется возле корней, чтобы была повышенная влажность, которая создает вот этот мох. Как вариант, если нет вот такого стаканчика, опять же, ссылку, где вот эту конструкцию делала, я оставлю в описании под видео. Если нет такого стаканчика, можно просто у основания детки мох положить и нитками привязать. Тоже вполне может быть и работать эта конструкция, держаться. А я покуда вот попробую вырезать все-таки дно таким образом, чтобы эта конструкция держалась, но в то же время корни орхидеи могли расти вот вниз дальше. Так, маленькие ножнички специально с этой целью взяла. И вот так по кругу вырезаю. Так, корень. Надо возле корня сейчас будет вернуться, как-то вырезать. Вот, видите, я просто, получается, отрезала дно. Вот это. Все, пока это не надо. Так, сейчас возле этого корня поближе подойду. Еще немножечко подрежу. Ну все, я думаю, корень уже выход найдет там. Все, смотрите, теперь получается, дна нет, но в то же время вот эта конструкция сама, видите, держится, мох увлажнен. Для чего это делаю? Когда поливаю орхидейку, сюда же вот поливаю вот эту вот конструкцию, мох, удобрениями комплексными. Как сейчас вы видели, я поливала саму орхидею препаратом калия, тоже вот сюда лью. То есть все, чем поливаю орхидеи, все тем же я смачиваю и вот этот мох. Потому что пока отсоединять вот эту детку рано. Эти корни, тут буквально 2 корешка, они не вытянут вот эту листву. Орхидея тут же потеряет тургор, и дальше все равно придется эту орхидею ставить, наращивать корни. И все-таки вот на материнском растении вот сейчас с этой конструкцией нарастить корни намного легче, нежели ну вот потом сооружать какую-то все равно тепличку. Скорее всего, ставить, наращивать над водой придется эти корешки. Раствор я уже слила, получается, орхидейка у меня постояла 15 минут в этом растворе, я просто выливаю. А вы что делаете вот с раствором, который использовали, которым поливали орхидею? Я знаю, что некоторые поливают другие домашние растения. Если поливаете, также напишите, пожалуйста, в комментариях, может быть, кому-то это будет информация полезна. И хотела вам еще показать, я вам сказала, что у этой детки буквально сейчас 2 корня. И вот сейчас увидела сама, где он, вот видите, 3-й корень, вот. Он еще совсем-совсем маленький, вот. Он только появился, так что у этой орхидеи, у этой детки уже 3 корешка. Конструкция работает, все замечательно. Видите, вот эта повышенная влажность помогает все-таки нарастить корни орхидеи. Всем, кому понравилось это видео, кому было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока!